Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся рядом с Львиными воротами старого города, на территории католического братства Белых Отцов. Этот монастырь был основан еще в XIX веке кардиналом Лавиджери. И вот здесь, в пределах этого монастыря, ученые нашли Вефезду, бассейны Вефезды. На иврите их название звучит как Бет-Хезда, дом милосердия. Еще одно название этих бассейнов – Овчья купель. Ибо рядом находились овчьи ворота, у которых обмывали скот, который приносили в жертву в храме Иерусалимском. Овчья купель, дом милосердия. Еще в 8 веке до Рождества Христова. Это была окраина Иерусалима, и здесь была долина Бет-Зета. Жители соорудили дамбу, которая позволила задерживать воды во время зимних дождей. И водоем, который образовался благодаря этой дамбе, снабжал водой жителей Иерусалима. Но в 200 году до Рождества Христова, во времена служения первого священника Симеона, был сооружен еще один бассейн, южный. Когда мы говорим бассейн, это большие резервуары, частично выдолбленные в скале, частично облицованные камнем. Оба бассейна разделял барьер 6 метров ширины. Во времена Спасителя эти бассейны использовались для ритуального омовения. Здесь были созданы миквы, общественные миквы. Каждый еврейский паломник, который поднимался в Иерусалим и прежде чем войти в храм, совершал омовение в этих миквах. При них были 5 крытых ходов. 5 крытых ходов. Так написано в Святом Евангелии. В этих крытых бассейнах погружались больные различными недугами. Каждый год, как написано в Святом Евангелии, ангел Господень спускался и возмущал воду. И первый, кто успевал спуститься в нее, исцелялся от любого своего недуга. При этих бассейнах лежал расслабленный, то есть парализованный. 38 лет он был в этом состоянии. И когда возмущалась вода, он не успевал подползти. И пришел Христос и исцелил его. Он не просто его исцелил, он обратился к нему, к его желанию быть исцеленным. Хочешь ли быть здоров? Примечательно, что на церковнославянском это обращение звучит еще более полно. Целым ли хочешь быть? Не просто здоров телом, целым, душой и телом. Он его исцелил. И когда он его встретил в храме после этого, он сказал ему: иди и не греши более, чтобы не случилось с тобой еще чего более страшного. Ибо Христос знал, что привело человека в это состояние. Вот это чудо исцеления произошло здесь, в Доме Милосердия. 1500 лет назад на месте купалин была возведена грандиозная базилика в честь расслабленного. Барьер, разделявший два ветхозаветных бассейна, был основой его западной части. Тогда же в византийское время был построен еще один храм в честь Рождества Богородицы. На скале, на которой по традиции был дом Иакима и Анны, родителей Девы Марии. В средние века на месте Овчьей купели был создан монастырь Святой Анны. Деятельное участие в его создании и реконструкции церквей приняла королева Иерусалимского королевства Мелисенда. В этом монастыре несколько лет жила ее сестра Иветта. На месте византийской церкви Расслабленного была построена небольшая базилика и названа Мутье монастырь. Ее размеры значительно уступали прежней. На панораме это хорошо видно.
В подземной части средневековой базилики сохранилась древняя римская цистерна. Из таких водосборников вода поступала в крытые купальни. Цистерн было несколько, но лучше всех сохранился именно этот подземный резервуар. Спускаясь в него, мы возвращаемся на 2000 лет назад. Возвращаемся во время Христа. Место Рождества Богородицы было отмечено храмом с прекрасной акустикой. С изгнанием крестоносцев султан Салах-ад-Дин приказал разрушить множество церквей, а церковь Святой Анны использовал как медресе, учебное заведение для мусульман. Поэтому храм существует и по сей день. Вот это очень редкая скульптура. Святая Анна и Богородица маленькая. В его крипте выступает скала, на которой стоял когда-то дом Якима и Анны, место Рождества Богородицы. Вторая часть древней скалы располагается на территории греческого православного монастыря, построенного в 1907 году. А мы, дорогие друзья, на этом заканчиваем. Хотя маленький фрагмент. Я стою здесь, в этом небольшом удивительном уголке с благовонными травами. Когда будете здесь, Вовчик купили, обязательно поднимитесь сюда. Достаточно обособленное место, удобное и для чтения Святого Евангелия, для молитвы, для размышления. А я на этом прощаюсь. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик. Храни нас всех Господь!